Если вы еще не пробовали готовить такое простое и сытное блюдо, то сегодня отличный поворотный момент, ведь я покажу сразу два рецепта на выбор. Беру куриное филе и кладу его в кастрюлю, наливаю холодную воду и включаю огонь на максимум. Накрываю кастрюлю крышкой и жду закипания, а после этого даю повариться буквально пару минут. На этом этапе сливаю первую воду, промываю мясо и наливаю чистую воду. Снова отправляю кастрюлю на плиту, но теперь уже кладу в бульон душистый перец горошком, лавровый лист и добавляю немного соли для баланса. Снова накрываю крышкой и после закипания убавляю огонь, чтобы мясо варилось примерно 20 минут. Пока идет этот процесс, займусь подготовкой овощей. Беру картофель, нарежу его кубиком. Когда филе готово, достаю его из кастрюли на тарелку. А в кипящий бульон высыпаю подготовленную картошку. Варим ее на среднем огне до полуготовности, а в это время остужаю и разбираю готовое филе. Его, конечно, можно просто нарезать кубиками или любым привычным способом. Беру 2 вилки и разделяю мясо. Это получается гораздо быстрее, и в готовом блюде такие кусочки сразу видно. Картошка в кастрюле уже почти дошла до нужной готовности, и сейчас самое время добавить замороженные овощи. Для этого рецепта подойдут абсолютно любые смеси из морозилки, а в сезон можно смело брать свежие овощи. Сегодня в ход идет примерно 200 грамм готовой смеси, где есть цветная капуста, брокколи, спаржа, а также сладкий перец, кукуруза, сочная морковь и свежий зеленый горошек. Такая овощная смесь меня очень часто выручает, когда нужно быстро сообразить обед или ужин. Даю овощам немного повариться вместе с картофелем, буквально пару минут, а затем высыпаю в кастрюлю измельченную курицу. В самый последний момент нарежу свежую зелень, укроп и петрушка и высыпаю ее в готовое блюдо. Такой суп можно подавать со сметаной прямо в тарелку. А еще к нему отлично подходят хрустящие гренки, домашние пирожки или чесночные пампушки. Расскажите, с чем вы чаще всего любите есть подобные первые блюда? Мне будет очень интересно почитать ваши варианты. У меня есть на канале рецепт и пирожков, и пампушек. Все удобно в плейлистах. А теперь переходим ко второму варианту. Повседневный овощной суп, для которого требуются самые простейшие продукты. И в итоге получается просто великолепный суп. Ведь бывают такие блюда, которые выходят максимально экономными, но при этом вкуснее многих сложных кулинарных изысков. Ставлю на плиту 2-литровую кастрюлю, наливаю чистую воду и включаю средний огонь. Пока вода постепенно нагревается, займусь картошкой. Нарезаю ее небольшими кубиками. Отправляю картошку в кастрюлю, прикрываю крышкой и пусть она спокойно варится. Нарезаю репчатый лук мелким кубиком. Помните, что подробный список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео. Хорошо разогреваю сковороду с небольшим количеством растительного масла и отправляю туда измельченный лук. Сюда же добавляю морковку, которую тоже нарезала мелким кубиком, хотя обычно я чаще всего тру ее на крупной терке. Сегодня решила сделать именно так для разнообразия. Следом в ход идет свежий кабачок. Это довольно нейтральный овощ, и в данном блюде он отвечает сразу на 2 популярных вопроса. А именно, что приготовить из кабачка и как придать первому блюду приятную легкость. Нарезаю его кубиком. Лук с морковкой к этому моменту на сковороде уже слегка подрумянились, поэтому добавляю к ним кабачок и обжариваю все овощи вместе еще пару минут. Тем временем картофель в кастрюле активно закипел. Аккуратно снимаю образовавшуюся пенку и пока не солю бульон. В сковородку с обжаренными овощами добавляю немного томатной пасты, хотя можно спокойно взять и обычный томатный соус на ваш вкус. Пары столовых ложек будет вполне достаточно. Плюс сразу добавляю специи. Сегодня у меня сушеные прованские травы, примерно неполная чайная ложка. Пока овощи тушатся, хочу сказать огромное спасибо за ваши теплые слова в комментариях. Очень приятно читать обратную связь. Наша зажарка полностью готова. Томатная паста хорошо прогрелась вместе с овощами. Картофель в кастрюле к этому времени уже почти сварился, и я аккуратно перекладываю к нему всю томатную зажарку. Бульон сразу становится ярким и красивым. Кладу в кастрюлю несколько горошин, черного перца и лавровый лист. Теперь пришло время фасоли. Беру обычную консервированную фасоль в собственном соку и просто высыпаю ее в кастрюлю. Так как она уже полностью готова, ей достаточно побыть в кипящем бульоне буквально пару минут.
чтобы просто прогреться и отдать свой вкус. Благодаря этому ингредиенту наш обед получается гораздо более сытным, и это просто великолепный вариант для тех, кто соблюдает пост или не хочет добавлять мясо. В подобные овощные супы добавляю немного свежего красного острого перца. Не целый, а буквально самую меньшую его часть. Нарезаю его мелко. Это действие придаст блюду легкую, едва уловимую остринку, и суп мгновенно становится очень согревающим. Но если вы совсем не любите острые нотки, то можете спокойно пропустить этот шаг. Теперь можно смело добавлять свежую зелень. Зеленый лук, укроп и петрушка делают это блюдо вкусным и питательным. Любую зелень лучше добавлять в самом конце варки, буквально перед выключением плиты, чтобы она максимально сохранила свой свежий аромат и яркий цвет. Кстати, вы наверняка заметили, что я вообще не солила воду в процессе приготовления. Сейчас наступило то самое время. Обязательно попробуйте бульон на вкус после того, как добавили все основные ингредиенты. Посолите по своему вкусу, и если томатная паста дала излишнюю кислинку, то добавьте небольшую щепотку сахара, чтобы сбалансировать вкус. И вот наш суп полностью готов. Выключаю огонь и даю ему постоять под закрытой крышкой буквально 10 минут. За это время он немного настоялся, стал чуть гуще, и все вкусы соединились в единое целое. Напишите в комментариях, какие супы вы чаще всего готовите для своей семьи. Куриные, сырные или простые овощные. Вот такой отличный повседневный овощной суп получился из самых обычных продуктов. А итоговый результат оказался на высоте. Нежный бульон, мягкий картофель, сладковатый кабачок, сытная фасоль и аромат свежей зелени. Все это вместе создает очень гармоничное блюдо. Если вам понравились эти рецепты, поставьте лайк. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Приятного аппетита!